Эй, Макс, что мы будем делать сегодня? Как всегда, Макс, будем исследовать мир и учить русский. Приветствую вас, друзья! Приветствую вас на канале «Русский с Максом». Это канал для тех, кто изучает русский язык. И сегодня мы с вами займемся тем, чем мы часто занимаемся здесь, на этом канале. А именно, мы с вами будем исследовать этот мир. А конкретно Бразилию. А конкретно остров Санта-Катарина, север, населенный пункт, да уж, сложное слово, населенный пункт, который называется Инглесес. Красивые тут дома. Ну, тут есть разные дома, на самом деле. Есть прям красивые, классные, есть не очень классные. Тут вообще дом без забора, прикольно. А здесь, ребята, растут бананы. Да, я понимаю, что для многих из вас бананы это, ну, что, растут бананы, Макс, что удивительного. Но для человека из России, пусть даже который много путешествует и был в разных местах, все равно видеть, как растут бананы, это что-то очень необычное, это что-то очень экзотическое. Да, бананы, манго, не знаю, маракуйя, папайя. Все то, что в Бразилии здесь стоит дешевле, чем картошка. Реально, здесь папайя стоит дешевле, чем картошка. Ну, окей. Может быть, столько же, сколько картошка. Это, конечно, удивляет. Собачки передают привет. Привет! Привет, собачки. Надеюсь, что здесь, в Бразилии, моя... Как называется вот эта фобия? Собакофобия? Ну нет, такого слова нет. Здесь вы увидите правильное слово. Вообще мы говорим... Подождите. Говорим-то мы говорим. Это хорошо. Но что-то я, по-моему, пришел в тупик. Посмотрите. По-моему, дальше дороги нет. По карте здесь была дорога. Но по факту дороги здесь нет. Ну, может быть, если только вот там как-то пролезть через кусты. Не знаю, что думаете, друзья? Стоит туда идти или нет? Вообще мне нужно вот туда погулять, в тот лесок. Но я не уверен, как мне туда пройти. Может быть, вот сюда? Нет, ну давайте вот туда только не пойдем, ладно? Ну, ребята, назад я ходить не люблю. Поэтому давайте попробуем пройти все-таки здесь. Давайте попробуем пройти здесь и посмотрим, есть ли тут дорога. О, отлично. Ну, наверное, второй раз я бы здесь не пошел. Хотя, почему нет? О, какие-то хищные птицы там кричат. Не знаю, что это нахрен? Эта птица меня не съест? Что это? Вон. Видите? Вот. Ну, это маленький... Я не знаю точно, как называется эта птица. Может быть, у них здесь гнездо? Надо не мешать птичкам. Возможно, у них здесь гнездо. Вот там вот. Ой, сколько мусора тут. Мусора много. Что это за птицы? Похожи на каких-то маленьких сов или филинов. Ну, кричат... Подождите, нет. Это другие птицы, которые полетели. Кричит вот та, большая. Вон, смотрите, какой-то белый орел. Я не очень разбираюсь в этих птицах, в этих хищниках, честно говоря, потому что не часто я их видел в своей жизни. Но вот там сидит большой, ну, относительно, вообще небольшой, окей. Какой-то небольшая хищная птица, и она издает страшные звуки. Так, а что это вообще такое? А это нафиг что? Это что? Может быть, вот это как раз... Не знаю. Друзья, если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, мне вообще стоит отсюда уходить уже? Бежать отсюда? Ладно,
посмотрим. Так, кажется, я вижу дорогу вот здесь. Здесь много следов. Следы похожи... так. Ну, где-то час-полтора назад здесь пробегал волк средних размеров. Самец, достаточно голодный. Он спешил... Ладно, друзья, понятия не имею. Ну, похоже на следы собаки. Из-за этой жуткой влажности, а влажность здесь сейчас, наверное, 100%, потому что уже несколько дней подряд идут дожди. Вот сейчас дождя не было, хотя когда я начинал снимать, дождь был. И поэтому из-за этой влажности объектив камеры запотевает. Да, запотевает — это когда на камере появляется влага, ну, внутри получается, там, потому что стекло, потом сам объектив, и вот стекло запотевает с обратной стороны. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Так, это что такое? Фу, это паутина. Ладно, тут что-то на мне висит. Вообще тут надо быть осторожнее на самом деле, гулять так просто по всяким зарослям, по вот таким зарослям. Но я подготовился, я надел трекинговые ботинки, такие, ну вот я вам даже покажу, вот такие вот. То есть в целом нормально. Штаны, потому что сейчас придется лезть через кусты. Да, что мне делать с запотевающей камерой? Есть какой-то лайфхак? Ну, пока я не придумал ничего умнее, кроме как просто пальцем тереть объектив, ну, тереть стекло вот так вот. И на какое-то время, видимо, палец теплый, и на какое-то время влага уходит куда-то. Ух, ё-моё, друзья. Вот я сейчас бы дальше бы шел, а тут посмотрите, кто тут нахрен висит. Так, вам плохо видно, да? Сейчас я попробую. Нет, камера моя никак не может сфокусироваться на этом пауке. Но я вам скажу так, честно, он достаточно большой. И самое интересное, что его паутина растянута от этого куста к этому. Вот здесь вот она такая вот, оп. И вот если не заметить, можно прям войти в этого паука. Пожалуйста, подписчики из Бразилии, скажите мне, это ядовитый паук? И опасный ли он для человека? Потому что, ну, что-то как-то стрёмно. В общем, предлагаю в ту сторону не идти, хотя вроде в ту сторону мне и надо. Но здесь есть еще одна дорога, ну, еще дорога, тропинка, да, по которой мы как раз пойдем. Ой, тут какие-то грибы, смотрите, неизвестные. Да уж. Конечно, ничего себе. Так, главное смотреть на пауков, чтобы не было опять этой паутины. Может быть, стоит взять палку. Обычно я в такие места ходил всегда с палкой. Ой, друзья, не знаю. Что-то как-то я себе по-другому этот сегодняшний хайкинг представлял, честно скажу. Как-то я по-другому. Красиво, конечно, красиво. Посмотрите, какие сосны красивые. Сосны. Сосны любят расти на песке, а здесь как раз песок везде. Посмотрите на этот песок. Поэтому в таких песчаных местах любят расти сосны. А я люблю сосны. Проблема в том, как же мне отсюда выбраться. Так, кажется, нашел дорогу. Ну, в смысле, тропинку, да, ну, дорогу. Дорога — это общее слово, можно так тоже сказать. Но, честно говоря, эта тропинка уходит куда-то вообще совсем в заросли. Ох, блин. Я даже и 100 метров не прошел, а уже не знаю, что делать. Ладно, есть у меня одна идея. Правда, она ни вам, ни мне не понравится. Но будем пробовать. Так, чтобы... Вот паук, не знаю, видно его или нет. Чтобы осуществить свой план, мне нужно... Так, ладно, пусть шапка лучше будет у меня. Ой, он зашевелился, он побежал. Так, ладно. Короче, надо как-то проползти под этой паутиной. Твою же
медь. Так. Фух, ура. Не очень хочется тревожить этого паука. Блин, какой он огромный. Ну ладно, он не огромный прям, окей, давайте, да. Ну, для меня просто, мне он кажется большим. Потому что, знаете, есть вот такие вообще огромные пауки с ладонь. Но это уж совсем что-то невероятное. Но даже такой для меня кажется достаточно большим. Так, ну ладно, окей. Вроде тропа есть. Надо все-таки взять какую-то палку. Ну или просто очень внимательно смотреть вперед. Вот что я понял. Друзья, если вы хотите научиться садиться в позу лотоса, в полную позу лотоса, то я вам ничем помочь не могу. Однако, если вы хотите получать кучу интересных, полезных, обучающих материалов к каждому выпуску нашего понятного подкаста, то присоединяйтесь к мембершип-программе и практикуйте русский регулярно. Ладно. Вы продолжайте смотреть влог, а я буду левитировать. Двигаемся по тропе. Пока все хорошо, все прекрасно. Двигаюсь медленно, чтобы следить за паутиной и пауками. Я не договорил про картошку, что цена на картошку и на манго практически одинаковая. Ну, или папайя, например. Папайя, манго. То есть примерно они стоят одинаково с картошкой. И это меня, конечно, просто невероятно удивляет. Потому что я совершенно я не могу все еще привыкнуть к тому, что эти фрукты являются чем-то обычным здесь, в Латинской Америке. Ну и не только здесь, в странах Азии тоже такие фрукты не были бы экзотикой. Кстати, вот уже вторую такую штуку я вижу. Смотрите, это, я так понимаю, муравейник, да? Или нет? Опять же, подписчики из Бразилии или, может быть, не из Бразилии. Кто знает, что это, скажите. Ну, вот поэтому не очень понятно, что это. Но там дальше сейчас будет следующий. И вот здесь лучше видно. Ну, в моем понимании, это какой-то муравейник. Посмотрите на его структуру. Господи, я испугался, думал, кто-то забрался мне на мою руку, но это просто маленькая муха. Вот она уже улетела. Вот, что это такое? Мое предположение, что это муравейник. А вот это, кстати, один из муравьев там вот где-то лезет. Ну, плохо камера фокусируется, но, короче, там был один муравей. Достаточно большой такой черный муравей. Не знаю, друзья. Это мой уже второй раз в Бразилии. Я был здесь 3 месяца. И вот сейчас снова мы приехали сюда на несколько месяцев. Я так и не могу, привыкнуть к этому лесу. Вот такому, который я бы назвал джунгли. Я понимаю, что это не совсем корректное слово. Опа! Опять, а? Опять паутина. Так, ну здесь уже я не пролезу. Извини, паук. Я понимаю, что ты очень долго строил эту паутину, но я сейчас ее чем-то уберу. Надо только найти чем. Вот. Паука здесь нет, он уже ушел. Может быть, ему эта паутина и не нужна. Согласны? Я считаю, что ничего страшного. Паука нет. Он где-то там гуляет, сделал себе уже другую паутину, значит, у него все в порядке. Вот. Я не очень хочу, честно говоря, пролезать. Ну, я бы просто физически не смог пролезть, да, под той паутиной, потому что она висела слишком низко. Так вот, опять паутина, я в нее вошел. Я надеюсь, она была без паука. Да что ж такое-то, а? В общем, не знаю. Какой-то я
пугливый. Пугливый до сих пор. Ну и понятно, на самом деле. Красиво. Такие красивые цветочки, но ты никогда не знаешь, какую опасность в себе они таят. Может быть, они супер ядовитые. Ой, как мне не нравится эта дорога впереди. По ходу дела здесь вообще никто не ходит, кроме меня. По ходу дела я один, кто здесь вообще, кто решил сюда пойти. Кто решил пройти по этой тропе, не знаю. У меня такое ощущение, что тут давно уже не было людей. Фух, ладно. Так, идем дальше. Я прошел вообще мало, на самом деле. Очень мало. Двигаюсь очень медленно, очень осторожно, потому что боюсь паутину. Опять камера запотевает. И потому что, ну, просто, честно говоря, немножко, ну, как страшно. Ну, можно сказать, да, присутствует какой-то страх. Такой, как бы идешь и постоянно опасаешься, да, то есть у тебя возникает чувство опасности. Ты опасаешься, что что-нибудь произойдет, какой-нибудь зверь появится или какой-нибудь паук на тебя свалится сверху или еще что-то. Пока конденсата на камере нет, пока картинка нормальная и пока дорога более-менее нормальная, хочу договорить про фобию мою, которая у меня снова появилась в Грузии. Фобия, то есть страх собак. Я не знаю, как правильно это называется слово. Собакофобия, блин. Боязнь собак, обычно мы говорим. Ну, или, не знаю, страх. Я не знаю, как, короче, можно сказать, боязнь собак, страх, собакофобия, как угодно, неважно. Суть в том, что в Грузии было очень много бродячих собак, прям в городе. Ну, прям в центре меньше, но были, но на окраинах их было много. И я несколько раз с ними сталкивался. И один раз они просто, ну, стая бродячих собак на меня побежала, и я, честно говоря, очень испугался. И моя фобия снова вернулась. Каждый раз в Грузии, когда я видел собак, я просто, ну, не шел в ту сторону, все. Я просто вот принимал решение, что там, где собаки бродячие, я просто туда не иду. Даже одна собака. Даже если она выглядит достаточно мирной, я все равно туда не шел. Вот. Собакофобия — это у меня еще с детства, когда меня кусали большие собаки. Одна эта порода называется, по-моему, московская сторожевая, а вторая кавказская овчарка. Здесь будут изображения этих собак, огромные сторожевые собаки. Одна меня кусила вот так, другая вот так. Я был ребенком, и с тех пор у меня как бы в той или иной степени всегда присутствует эта боязнь собак. Вот. Но в Аргентине она абсолютно ушла, потому что в Аргентине все собаки какие-то добрые, нет брошенных собак. И мы там жили в городе. Ну, в городе вообще никаких проблем с собаками не было. Не знаю. Но в Грузии собаки гораздо более агрессивные, много бродячих собак. И у меня вернулась эта фобия. Надеюсь, что здесь, в Бразилии, она снова пройдет. Опять камера запотела. Друзья, ну я прошу прощения за такую затуманенную картинку, да? Как будто в тумане все. Что делать? Такая влажность здесь. Ёлки-палки, опять нужно продираться через кусты. Ой, ладно, что делать? Как пелось в известной песне: «Я все это долго терпел,
но знаешь, всему есть предел. Вот, да, кажется, мой предел наступил. Я не знаю. Ладно, окей, идем. Да тут просто все мокрое еще. Уа! Просто что вообще происходит? О, ура, сосновый лес. Боже, ура. Короче, это невозможно. Здесь просто везде паутина. Дайте-ка мне палку. Вот такая вот сосновая ветка. Она уже вся гнилая. Но хотя бы что-то у меня будет, чтобы я мог вот так вот идти и убирать паутину. Ура! Паутина теперь мне не страшна. Паутина мне не страшна. О. Вообще нужно мачете купить себе. Я видел, здесь продается мачете. Короче, в строительном магазине, в обычном, вот такая огромная хреновина. Реально такое мачете. Ну вот такого примерно размера мачете. Вот такого, как моя вот эта палка. Вот с мачете было бы не так страшно. А ведь я еще думал сюда идти с Сабриной. Была идея, что, отличное, наверное, место для прогулки с Сабриной. Ну, сейчас, конечно, стало понятно, что с Сабриной сюда идти категорически нельзя. Я не знаю, друзья, может быть и можно. Если вы из Бразилии, особенно, я имею в виду штат Санта-Катарина, да, потому что понятно, что разные штаты Бразилии, в разных штатах есть разные, Господи Иисусе, в разных штатах Бразилии есть вот так вот, такая прогулка. В разных штатах Бразилии есть свои опасные животные, насекомые, там, пауки, все вот это. Но чего стоит опасаться здесь, в Санта-Катарине, во Флорианополисе? Скажите мне. Паутина. Не знаю, видите вы ее или нет. Вот, наверное, видите. Вот это паутина. Хорошо, что у меня есть палка. Я не параноик. Короче, палка моя сломалась, и я уже вошел в паутину второй раз за последние 2 минуты. Кажется, здесь, в этом месте, можно сделать небольшой привал и перекусить. На самом деле, пить хочется, очень хочется пить. Очень хочется пить. А у меня с собой есть вода. Вода из-под крана. Просто вода из-под крана. Ну, нет, я всегда фильтрую воду, поэтому это вода из фильтра. Многие спрашивают: Макс, почему ты не пьешь воду из-под крана? Ведь вода из-под крана во многих странах нормальная. Ну, вода может быть и нормальная, но сам водопровод, сами трубы могут быть старыми. И в целом, ты все равно никогда не знаешь, что может быть в воде. И когда ты ее профильтровал, она стала чище. Поэтому я не вижу тут проблем. Даже если это не обязательно делать в какой-то стране. Во-первых, это придает мне больше спокойствия, что я точно пью чистую воду. А во-вторых, все-таки мне кажется, что сама вода может быть окей, но водопровод, трубы, все вот это может быть ржавое или там еще что-то. Короче, мне так спокойнее. Поэтому я всегда дома фильтрую воду из-под крана и потом пью. Так, что у нас сегодня на перекус? На перекус сегодня яблоко. Кстати, яблоки здесь 100% дороже, чем
Ну хорошо, окей, ладно, я не буду говорить 100%, но обычно яблоки дороже, чем манго, папайя и все остальное. То есть яблоки здесь достаточно дорогой фрукт. Примерно $2 стоил килограмм этих яблок. А папайя и манго часто дешевле или столько же. В общем, я не люблю яблоки. И вообще это потрясающе, что здесь можно есть не только яблоки, но конкретно эти яблоки очень вкусные. Поэтому я решил взять яблоко. Яблоко с собой удобнее брать, чем папайю. Папайю нужно чистить, как-то там есть. Короче, друзья, я еще раз вошел в паутину. Я не знаю, видно ли вам, и, скорее всего, вам не видно вот этого маленького паучка. Короче, у него желтое тело. Это явно паук с каким-то желтым телом. Короче, он сидел у меня на руке, потом побежал по руке. Я так испугался, блин. Ой, кошмар. Скажите, это страшный паук, опасный или нет, если вы вдруг знаете? Такой треугольный, у него такая треугольная спина. Выглядит сурово. Сраные собаки. Слышите, где я просто оказался за 5 секунд? Сразу такой, хоп, так, дерево, это нет. Сначала думал на эту сосну забраться, но там нет веток. Короче, какие-то вон собаки, шавки, хорошее слово, шавки там бегают. Но я сначала не понял, я услышал какой-то, какой-то зверь там или что-то, потом лай собак, и что-то за секунду просто я оказался вот так висящим на дереве. Не знаю, может быть, я паникер, но, кажется, моя собакофобия еще не прошла совсем. Вот. Короче, надо взять какую-то большую палку и двигаться вперед. Назад точно не хочу идти. Вроде сюда они не бегут. Сначала надо слезть как-то отсюда. Эп. Опа. Оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп. Эп. О, господи. Фух, жесть. Такое вот дерево. Хорошо рядом удобное дерево было. Сюда ногу поставил, сюда, и вот я уже там вот оказался. Блин, вроде небольшие собаки. Но, кажется, идут сюда, кажется, они с людьми. Макс, ты сыкло. Так, где там мои враги? Они уже здесь близко. Ну вот что делать? Идти вперед, а вдруг они маленькие, но кусючие? Придется делать уколы от бешенства. Ой, не знаю, друзья, не знаю. Ладно. Вроде собачонки небольшие, беру палку и иду вперед. Вон они. Ну, как сказать, блин, не знаю, ребят. Ну, две вот такие собаки, как-то вот мне не очень комфортно, если честно. Посмотрите. Ну-ка, пошли отсюда. О, ладно. Вроде нормально. Давайте возьмем какую-нибудь палку. Они не должны чувствовать мой страх. Но когда у тебя собакофобия, тебе не так просто не бояться. Ладно. Короче, нужна палка. Короче, никаких палок не нашлось. Все палки гнилые. Вот такие вот, посмотрите. Вот такие вот палки вот все. Что это за фигня? В общем, ладно. Будем преодолевать свой страх, я так скажу. Буду преодолевать свой страх и
Просто пойду вперед. Просто пойду вперед. Скажу честно, страшно. Вот, ну, испытываю страх. Понимаю, что этот страх как бы иррационален, но это какие-то, блин, просто две небольшие собачонки, явно пугливые. О, ура, вышел, фу. Вот они. В общем, друзья, батарейка на моей камере села. Вот эти собачки. Как-то вот на такой дороге, честно говоря, они выглядят не так страшно и как-то, ну, вообще становится не так страшно. Поэтому, ладно, пойду дальше. Вернее, на самом деле буду уже возвращаться назад. Вот здесь, кажется, идеальное место, чтобы с вами попрощаться. Колеса от какого-то мопеда лежат. Я сейчас буду подниматься вот туда наверх. И, по идее, каким-то образом я там должен выйти на дорогу, которая меня приведет к дому. В общем, я с вами прощаюсь. Если что-то интересное я там увижу, какой-то красивый вид или еще что-то, то вы вот сейчас это увидите. Подписывайтесь на мембершип-программу, учите русский и исследуйте этот мир. В том числе и с помощью русского языка, ведь это один из инструментов исследования мира. Пока. Собаки.